привет! Наносим штукатурку декоративную травертин. Способ нанесения достаточно несложный, но подходов к нему будет 3. Как назвать, мы его еще не знаем. Когда нанесем, будет готов результат, тогда мы его и назовем как-нибудь, как он называется. Я хочу нанести штукатурку в темном цвете и покрыть поверх лазурью серебристой. Так, первый слой наносим равномерный, тонкий. Укрываем поверхность. Вот такой вот темный цвет. Мы это делаем не для слоя и не для фактуры, а только чтобы укрыть поверхность, чтобы спрятать существующий цвет стены. Наносим от начала до конца, от угла до угла. Прорабатываем внутренние и наружные углы, не оставляем пустот. Когда вы работаете на стене, вы идете в шахматном порядке. С левого верхнего угла наносим вот такой вот участок. Далее мы наносим следующий участок. Далее в шахматном порядке идем вниз, наносим следующий участок. И вот так вот мы передвигаемся. То есть штукатурка должна быть соединена между собой, пока она сырая. Чтобы не было переходов и наплывов. Для нанесения этого образца нам нужен только шпатель и кельма. Вот такая вот кельма. Ну и губочка еще, возможно. Посмотрим в конце. Нанесли первый слой. Ждем высыхания. Слой очень тоненький. В зависимости от влажности в помещении и от поверхности стены, на которую вы наносите, от этого будет зависеть, как она сохнет. В среднем это часа 3. Первый слой вот этот тонкий высыхает, и можно будет приступить ко второму. Ждем высыхания. После высыхания первого слоя начнем наносить второй. Травертин, кстати, это универсальный материал. Это материал для внутренних и наружных работ. Его можно в коридоре, в кухне. И если это большая гостиная, то есть смотря какой у вас стиль, но он универсальный, можно его сделать везде. То есть он и прочный, и моющий, и эластичный, его и нанесение достаточно несложное. На объемах, когда на больших делаешь некоторые штукатурки, они такие тяжелые, жесткие, руки прямо отпадают. А этот нет, этот легкий. То есть эластичный, хороший, легкий материал. Наносим. Так, предположим, что мы будем делать вот таким вот образом, вот таким. Наносим, оставляя пустоты. Вот такие вот продиры. Вот когда вы наносите второй слой, вы можете, как вам это угодно, и делать вот в таком вот положении, горизонтально-вертикально, или вот как-то вот так вот диагонально, или может быть просто как под камень травертин, вот такими вот движениями горизонтальными наносить. Но смысл в том, что оставить вот эти вот проплешины, первый слой, чтобы был виден местами из-под второго слоя. Если вот внизу, около плинтуса, иногда бывает, да, тяжело, кельму вот так вот держим и снизу вверх поднимаем. Сбоку делаем, вот так вот сбоку,
Сверху, значит сверху. Вот таким образом нам нужно нанести стену от начала до конца. Но периодически, смотря какая, конечно, у вас стена, периодически нужно будет возвращаться назад. Вы смотрите на штукатурку сбоку, и она у вас блестит. Это значит, что она еще сырая, она даже не начала еще высыхать. А когда из нее испаряется влага, она начинает подсыхать, она становится более матовая. В чем еще отличие у травертина, вот у этого, который мы наносим, это торговая марка Effectum, от некоторых других материалов, от производителей? Штукатурка декоративная бывает, подсыхает сверху корочкой. Нам вот нужно ее пригладить. Когда она подсохнет, нам нужно ее пригладить. Убрать, ну, чтобы более гладкая была поверхность. Мы же не хотим в конце шкурить вот это вот все хозяйство, пылить и вот этот звук такой противный, шершащий. Мы же этого не хотим. Чтобы этого не было, нам нужно ее пригладить. Так вот, травертин, он когда подсыхает, мы его легко приглаживаем. Он равномерно подсыхает по всему слою нанесения. А некоторые штукатурки подсыхают сверху корочкой. То есть его пригладить невозможно практически бывает. Я не называю названия. Я говорю сейчас про наш травертин, с которым мы работаем. Вот так вот. Наносим его. Остались у нас продиры. Достаточно, насколько я вижу. Если хотите, вы можете добавить где-то местами, где не нравится. И оставим его подсохнуть до тех пор, пока он не потеряет блеск. То есть начнет становиться матовым немножко. Как это обычно происходит на стене? Вот у вас, например, стена, ну скажем, 3 метра длиной. Вы наносите вот такими вот рваными участками в шахматном порядке. Идете. Допустим, сделали вы 1/3 стены, оглянулись, посмотрели. Влага пропадает, вы это видите. Кельму помыли. Прям помыли. Вот не так почистили, а прям помыли ее. Сейчас я ее сполосну. То есть вы кельму эту помыли и возвращаетесь с чистой кельмой и начинаете его приглаживать. И когда вы его приглаживаете, вы чувствуете, готов он к этому или нет, или ему еще надо подсохнуть. Если надо еще подсохнуть, значит возвращаетесь, продолжаете нанесение и наблюдаете боком. Ну, то есть боковым зрением наблюдаете. Воды у меня рядом нет, поэтому я буду кельму протирать влажной тряпкой. Она должна быть чистая. Вот такая. То есть мы должны убрать всякие сухари, которые там подсохли, чтобы не было мусоринок, они нам в дальнейшем помешают. Ну, мусорник. Вот такая вот кельмочка, вот чистенькая. Встала. И ждем. Мы подождали, когда материал подсохнет. Верхние части у нас стали более матовыми. Это значит, что влага испаряется. Пробуем пригладить. Чистая кельма. Мы ее периодически влажной тряпочкой, то есть увлажняем и убираем края. Для чего мы это делаем? Мы когда наносили штукатурку, она же у нас все равно за кельмой тянется туда-сюда. И оставляются вот эти вот бугорочки всякие. А нам нужна более-менее плоскость у этих верхов. Вот. То есть верхушки нам нужны более-менее плоские. Мы их должны пригладить. Вот таким вот образом. То есть мы плоскостью кельмы вот так вот ведем и поджимаем. Во-первых, штукатурка уплотняется тем самым. И верхний край становится без бугров, более ровный. То, что нам потребуется в дальнейшем. Вот каким образом вы будете ее прижимать, давить, не давить, это вы должны почувствовать. У каждого своя рука, своя сила нажима. И штукатурки вы разные. Если мы тут показываем Effectum, это же не говорит о том, что вы будете делать Effectum. Вы можете и другие материалы использовать. Так вот, они все разные, и свойства у них разные, поэтому чувствуйте ее. Если вы чувствуете, что не идет она пока, значит рано, а возможно уже поздно. Приглаживаем, добиваясь плоскости. При этом мы не должны вот эти вот бугорочки
удалить. То есть не надо их штукатуркой заполнить. Не нужно заполнять их штукатуркой. После того, как мы вот это хозяйство все пригладим, нужно будет дождаться полного ее высыхания, а это уже до завтра. То есть полное высыхание мы уже не торопимся, ждем. Сейчас мы ее пригладим и покажем, как она будет выглядеть в полуготовом виде. То есть какая у нее плоскость, какие у нее тут идут впадинки, царапинки и вообще, что она из себя представляет. Приглаживаем до тех пор, пока он не начнет вам нравиться. Вот смотрите, когда вы тянете, да, штукатурку, у вас остаются вот такие вот пупырышки вовнутрь. Вот это даже наоборот будет хорошо и красиво, когда они у нас будут на итоге с лазурью. Не забываем смачивать кельму. Все, ждем высыхания до завтра. После того, как подсохла наша штукатурка травертин, у нас она вот такая вот приятная на ощупь, гладкая. Нет никаких клочков там острых, краев, ничего. Получается плоскость и внутри такие вот кратеры. Что мы сейчас сделаем? Мы возьмем вот такой вот воск, база, это восковая эмульсия. И возьмем арт-металл, это ярко-серебристая лазурь, то есть такая металлизированная прямо. Мы перемешаем 70% воска, 30% лазури. Воск у нас является разбавителем для вот таких вот ярко насыщенных перламутровых составов и защищает поверхность. Это восковая эмульсия. Мы перемешиваем и покрываем сплошным слоем с помощью кельмы. Таким образом накладываем воск, он вот такой вот густой достаточно. Мы его кладем на кельму и покрываем полностью, втирая вот в эти вот углубления. Погуще. То есть вот там, где у нас глубина, там нужно погуще. Я ничего не комментирую, я просто покрываю. Вы видите, что я делаю. Мы достаточно близко поставили камеру. Комментировать тут нечего. Мы наносим тонкий слой, буквально наздир. На верхней плоскости у нас идет буквально наздир, а внутри остается гуще. Вот в этих кратерах, которые мы специально с вами оставляли. Точно так же на стене мы работаем от угла до угла, не останавливаясь. Вообще вся штукатурка делается так. Я повторяю это все время для тех, кто, может быть, впервые открыл наш канал и другие видео еще не видели. У нас много видео на канале, полистайте. Может быть, это вам не понравилось, может быть, понравится другое. Достаточно много видео на нашем канале. Что еще можно сделать? Вот мы покрыли кельмой металлической. Нам нужно как можно больше снять с верхов вот эту лазурь, да, там она должна быть менее серебристая. И если у нас не все получается сделать металлической кельмой, то вот простой
Шпатель резиновый. Вот, видите, убираем излишки. Обычный затирочный шпатель. Есть, наверное, специальная шпателя, тут, честно говоря, не могу сказать, не знаю. Вот такой вот, они есть разные, широкие, узкие. Он хорошо убирает излишки, те, которые нам не нужны, с верхов. А внутри при этом, нам же нужно, чтобы внутри осталось вот это серебро. Вот внутри он как раз серебро оставит, а с верхушек он их снимет. Вот. И в углы хорошо подладит. Видите, как раз. Резиновый затирочный шпатель. Ну, шпатель для затирки плитки. Как еще его можно грамотно назвать? Вот так. Убираем излишки и ждем высыхания. Она у нас, лазурь вот эта, высохнет с воском и поменяет немножко цвет. И будет виден результат, то, чего мы с вами сделали сегодня. Цвета можно использовать любые. Мы делаем специально темный цвет для того, чтобы вам было видно на камеру. Вот так. А можно, в принципе, любой цвет, там, бежевый, серый, какой хотите. И лазурь тоже не обязательно серебристую, можно и другую лазурь использовать. Просто так максимально видно. Для вас стараемся. Смотрите, может быть, вам эта идея пригодится. Мы находимся в городе Ижевске, в строительном центре «Гвоздь». Отдел у нас 108. Мы занимаемся торговлей розничной и оптовой декоративных штукатурок. Мы проводим мастер-классы в отделе для тех, кто хочет приобрести материал и желает нанести сам, либо не имеет возможности оплатить работу мастера. Мы показываем мастер-класс прямо здесь, вот на этом прям планшете. Это для города Ижевска. Если вы хотите заказать наши материалы в другие города, пожалуйста, пишите заявку, мы вам отправим. То есть есть транспортные компании, возят и теплый груз, и всяко разно по погоде, как удобно. Мы отвечаем, стараемся по возможности в комментариях всем, у кого есть действительно вопросы. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пока!